Итак, давайте поговорим про XRP. Поговорим про XRP. Все же знают, что это моя любимая монета. Это любимая криптовалюта канала The Crypto Factor. Ну нет, но все же давайте поговорим про XRP. Дело в том, что, хоть мне и не нравится XRP, но я делал свои лучшие, самые потрясающие прогнозы за последние 5 лет, именно когда речь шла про XRP. Нам не нужно говорить про них, я не буду показывать их вам и хвастаться. Просто эти прогнозы были идеальные. На самом деле, черт с ним. Давайте поговорим про эти прогнозы для контекста. Дайте мне повыделываться. Поиграть мускулами. Редакция сайта Crypto.ru перевела для вас видео с канала Crypto Factor, в котором автор рассказывает о криптовалюте XRP. Подписывайтесь, чтобы лучше разобраться в крипте. Итак, во время предыдущего бычьего рынка, предыдущего цикла, мы говорили продавать XRP и не покупать, пока цена не преодолеет 72 цента. В диапазоне от 72 центов до доллара вам следует начать накапливать ее, потому что цена дойдет до предыдущего исторического максимума. И если она пробьет его, то сможет дойти до 4, до 7 долларов. Мы говорили это, утверждали это, и все сложилось идеально. Не так давно я сказал вам покупать XRP за 72 цента, хоть она мне и не нравится, потому что я торгую ей, я делаю деньги, мне нравятся деньги. Мне не нравится XRP, мне нравятся деньги. Но в сегодняшнем видео я хочу поговорить не про XRP. Видите ли, если XRP преодолеет исторический максимум, а я верю, что она сделает это к концу этого бычьего рынка и достигнет цены от 4 до 7 долларов, то экосистема XRP взлетит еще выше. И об этом я и хочу поговорить сегодня. Со мной связался один проект. Кстати, это спонсируемое видео. Со мной связались, чтобы я сделал видео. И суть вот в чем. Если вам нравится XRP, и вы верите в то, что XRP хорошо себя проявит, то можете посмотреть этот проект. Я покажу его вам прямо сейчас, но я хочу, чтобы вы провели собственное исследование. В этом видео я расскажу про вещи, которые мне нравятся и не нравятся. Но одно точно. Вы получите честное, прямое видео про XRP. Я не буду говорить, что монета взлетит до Луны или что-то такое. Я дам вам свое честное мнение, как всегда. Так что, если вы верите, что XRP вырастет до 10 тысяч, то... чувак, ты состоишь в армии XRP? Думаешь, цена XRP достигнет 10 тысяч, 25 тысяч, 50 тысяч? Сделает тебя богатым? Неважно, что ты думаешь. Да, именно. Так, давайте поговорим об этом проекте. Проект, о котором я хочу сегодня поговорить с вами, это DXRP. Это первая децентрализованная биржа, созданная на блокчейне XRP Ledger. И это может быть очень важно. Можно купить токены в раннем доступе прямо сейчас. Но я хочу дать вам несколько подсказок, несколько советов насчет покупки и манипуляции с ними. Также я расскажу вам, что мне действительно нравится и насчет чего я сомневаюсь. Но вы знаете мое мнение про XRP. Проведите собственное исследование. Я просто хочу рассказать про проект и дать вам свое мнение. Рассказать, что лично я бы делал. Понятно? Окей, продолжаем. Итак, DXRP — это децентрализованная биржа нового поколения, созданная благодаря XRP Ledger с открытым исходным кодом. Думайте об этом как о Uniswap, как о PancakeSwap на Solana, или даже лучше, думайте об этом как о Hyperliquid. Потому что они развились, выглядят мощно. Я верю, что они идут куда надо. По сути, они объединяют молниеносные транзакции, микроскопические комиссии и глубокую ликвидность, чтобы предоставить всем, и новичкам в криптовалютах, и профессиональным трейдерам, торговый опыт институционального уровня. Будем честны, XRP быстрая, очень быстрая. Когда у вас есть централизованная сущность, централизованная криптовалюта, она может быть быстрой. Технология великолепная. Я никогда с этим не спорил. Что же привлечет вас в этом проекте? Посмотрим, что говорится об этом на сайте. Во-первых, мгновенные сделки. Это действительно очень важно. Сделки заключаются за секунды, а не за минуты. И да, XRP быстрая. Это построено на XRP-L и будет быстрым. Низкие комиссии. Да, из-за эффективного дизайна XRP-L я согласен с этим. Если говорить про технологии, то XRP отличная. Режимы двойной торговли. По сути, вы можете делать быстрые обмены или вести книгу ордеров для точного контроля.
Есть продвинутые типы ордеров. Можно оставаться впереди благодаря внедренным графикам и подробным данным по рынкам. Итак, есть умная маршрутизация ликвидности. Это значит, что вы можете получать лучшую цену без спусков каждый раз. Для кого создан этот проект? Ну, вероятно, для всех, кто верит, что сможет заработать на этом. Здесь написано «для профессиональных трейдеров». Но будем честны. Да, здесь можно торговать, но мы хотим увидеть, принесет ли этот проект нам прибыль. Итак, для профессиональных трейдеров есть продвинутые ордера, аналитика в реальном времени и высокоточная торговля по шкале. А для ритейлеров есть простые обмены, интуитивный интерфейс и простота исполнения мощных функций. Есть возврат газа, комиссии и еще много всего. Проект функционирует на мощностях XRP Ledger с открытым исходным кодом. И это действительно важно. Токен называется DXP. Вы можете купить DXP прямо сейчас, кликнув по этой ссылке. В целом, у блокчейна быстрый и эффективный алгоритм консенсуса. Транзакции завершаются за 4-5 секунд, и это действительно очень быстро. Обработка транзакций устойчива к цензуре, очень важно. Децентрализованная биржа на блокчейне для максимальной прозрачности. Давайте осторожно использовать слово «децентрализованная». И продвинутая криптография обеспечивает надежную защиту. Могу в это поверить. Здесь есть партнеры и интеграции, есть калькулятор прибыли, список самых крупных транзакций. Да, тут и токеномика. Я не буду ее зачитывать сейчас. Через секунду покажу почему. И, конечно, вы можете изучить их дорожную карту. Сейчас мы в третьем квартале 2025 года, а именно на этом IDO и ключевые функции первичного размещения на DEX и ключевых функций этого токена. И, как вы видите, по дорожной карте у них большие амбиции. Это хорошо, потому что создает ожидания и может помочь цене. Если мы будем на бычьем рынке. Дальше указано все, что нужно для умной торговли. Опубликован призыв к действию. Стань частью DXRP с первого дня. По сути, они говорят, входите сейчас, заранее по низкой цене, до релиза, потом цена будет выше. Что бы я лично сделал, если бы покупал эти токены? Позже скажу, буду делать это или нет. Но если бы я покупал, то я бы, наверное, купил немного сейчас. Чуть-чуть, чтобы не забыть. А то всякое случается. Вы забываете, надо сделать то, вы едете в отпуск, вдруг вы в Дубае, в люксовом номере, вводите корвет. Да, у меня пока нет ламбо. Ну, вы поняли. Порш и так далее. И вы можете забыть. Вы можете купить немного сейчас, дождаться IDO, дождаться падения, а если цена не упадет, то дождаться падения и купить еще. Так, в таких случаях можно получить еще дешевле, чем в пресейле. Вот что я сделал. Я прогнал белую книгу через ChatGPT. Конечно, я советую вам сделать это самостоятельно и перепроверить. ChatGPT может допускать ошибки, но я прогнал данные, просто чтобы перепроверить некоторые мои пункты. И некоторые подтвердились. Я не буду использовать весь список, только самые важные пункты, если это имеет смысл. Давайте начнем с хороших вещей. Скорость и комиссии XRPL. Да, сеть чрезвычайно быстрая. Мы это знаем. У проекта гибридная модель трейдинга. Объединены обмены AMM и книга ордеров, которая поддерживает продвинутые типы ордеров. И это уникально. И дайте мне добавить еще несколько деталей. Это будет первый проект, первая DEX в экосистеме XRP. Это само по себе круто. Вернемся к этому позже. У него уникальная система комиссий, длящийся аукцион комиссий и динамическое голосование за комиссии, чтобы торговые цены оставались конкурентными. Есть награды для провайдеров ликвидности. Это тоже очень хорошо. Есть динамические награды и множители для постоянных провайдеров ликвидности. И реальная польза токенов. Да, скидки на комиссии, бусты стейкинга, премиум доступ и периодическое сжигание токенов. Вот то, чего можно ожидать от DEX. Но есть и поводы для опасений. Один из них — безымянная команда. И это очень интересно. Почему нет публичной информации о том, кто создает проект? Он и так централизован на XRP. Если есть данные про XRP, то почему нет данных здесь? Я понимаю, что это DEX, но не уверен, что это правильно.
Большие внутренние отчисления. Больше половины всех запасов уходит команде, советникам, экосистеме на маркетинг и резервы. Тут это указано как плохая вещь. А я считаю, что хорошо. Особенно если много уходит на маркетинг, чтобы делать людей счастливыми, чтобы они не хотели вас обмануть, а хотели сотрудничать с вами. Они сидели с кофе и ничего не делали. Я верю в то, что цена важна и командам надо. Это часть децентрализации, с которой я согласен. Мне это нравится. Но люди могут сбросить монеты. Вопрос в том, когда они могут сбросить. Мы еще поговорим об этом. Сейчас начнется интересная часть. Есть несколько минусов, поводов для беспокойства, которые на самом деле плюсы. Оставайтесь со мной. Быстрая разблокировка токенов. 50% активных токенов разблокируется при запуске. Это значит, что будет сильный сброс. Но дальше написано, публичная распродажа токенов откроется через 8 месяцев, что может создать большое давление при продаже. Да, но через 8 месяцев этот бычий рынок закончится. Мы, скорее всего, будем на медвежьем рынке. Вы хотите забирать прибыль в течение времени до этого. Так что это может быть плюсом, если вы знаете, когда продавать и как действовать. Аудит еще не опубликован. Он обещан. Но нет доказательств, что он есть, и информации о том, кто его делает. Это не значит, что этого не произойдет. Это значит, что этого пока не случилось. Может, они проверяют другие вещи? Стоит за этим следить, но я бы не назвал это красным флагом. Это беспокоит, но не красный флаг. И затем у нас возможный оверхайп. Да, но это случается со всеми проектами. Риск раздутой цены листинга. Да, хорошо, но это происходит со всеми проектами. Это гарантированно, если речь идет о крипте. И смотрите, я дам вам свое мнение по входу в такие проекты, как этот. Нужно ожидать краха при входе в такие проекты, как этот. Дайте объясню. Я не говорю, что вы потеряете все. Я не унижаю проект, не навешиваю ярлыки. Вот что я говорю. Скажем, у вас есть портфолио из 30% голубых фишек, если их можно так назвать. 30% средней капитализации, 30% низкорисковых токенов и 10% пресейлов, как у меня. Я показывал вам в роликах, как структурировать портфолио. И проект пойдет именно туда, в раздел IDO, пресейлами, проектами в раннем доступе. Он будет частью тех 10%. Например, если вы вложите $10 тысяч в криптовалюты, 1000 пойдет на это. Может, там будут 2 или 3 проекта, может, 4. Несколько сотен долларов пойдут на этот проект. Итак, стал бы я лично входить в этот проект? Купил бы я этот проект? Я дам вам самый честный ответ, который только могу дать. Да, но я бы, наверное, подождал до IDO, подождал ценовое действие и купил на падении. Однако я бы поставил на рост и на то, что проект станет исключением и не опустится. В таком случае я не смог бы продать, когда все покупают, если это имеет смысл. Когда монета выходит на бирже и все такое. Потенциально. Причина, по которой я бы так сделал, у меня сейчас слишком много альткоинов. Я достаточно зарабатываю в крипте, достаточно зарабатываю на инвестициях. Не знаю, стал бы я входить в пресейл. Был бы я против этого, если бы релиз состоялся, скажем, в прошлом году. Или когда XRP побил исторический максимум. Я бы вошел в него. Но сейчас я полон. Мое портфолио пресейлов заполнено, так сказать. Это не значит, что проект не может взлететь. И я не говорю вам не покупать его. Я говорю вот что. Если вам нравится XRP, и вы считаете, что монета хорошо себя покажет, и вы думаете, что экосистема хорошо себя покажет, а это случится при успехе XRP, у экосистемы тоже все сложится, то это выглядит как проект, в который я бы вложился. Потенциально вместе с другими проектами. Я бы поставил на этот проект. Понятно? В целом я считаю, что это хороший проект, хороший риск. Я бы пошел на риск. И я бы купил токены. Просто проведите собственное исследование. И решите сами. Итак, убедитесь, что далее посмотрели вот этот ролик. Он про альткоины, которые лично я храню. Подсказка. XRP нет. Но там все альткоины, которые я держу. И может быть, просто может быть, этот проект появится в этом списке. Посмотрите видео. Увидимся в следующем ролике. Пишите в комментариях. Вы верите в XRP? Переведено и озвучено редакцией сайта Crypto.ru.